Добрый вечер или добрый день, в зависимости от того, где вы находитесь. Разберем, в чем эта критика состоит. Достаточно много на сегодняшний день уже существует лабораторий. Я думаю, что это примерно в районе 50, но их показатели очень сильно отличаются. Верное утверждение, что они отличаются, потому что не найдено общей методики, договоренности так и нет. Как делать этот тест в первую очередь? Нужно ли обрабатывать волосы перед спектральным анализом? Если нужно, то в каких субстанциях? Эти субстанции разные, время обработки разное, следует ожидать результаты, конечно, разные. Я работаю с лабораториями, которые не обрабатывают волос перед спектральным анализом. А потому не теряется никакая информация, как аргумент неправильности этого. Волос – это пористая структура, и он вбирает в себя всю внешнюю информацию окружающего мира, потому нельзя доверять этой информации. Это как результат всех этих несогласий, что не может у разных лабораторий с разными методиками результаты быть одинаковыми. Было бы странно это ожидать. Дальше, следующий аргумент. Нет единого взгляда на то, что считать нормой. Да, вообще нет никаких договоренностей, и каждый, кто в лес, кто по дрова. У одних лабораторий нормы настолько широкие, что люди, обращающиеся проблемами, по результатам попадают в норму, тогда они удивляются, но почему же тогда я чувствую себя не очень хорошо, почему у меня есть проблемы, если еще один тест не показал никакого объяснения. Лаборатории, с которыми я работаю, Analytical Research Lab и Trace Element, они очень близкие, эти показатели норм, и они одни из самых узких. Но аргументация главная такой методики, что нам в коем случае нельзя потерять макроэлементы, такие как кальций, магний, натрий, калий и другие, которые очень сильно влияют на определение метаболического типа. А определением метаболического типа не занимаются никакие другие лаборатории, кроме этих двух. Почему я, собственно, с ними и работаю? Потому что для меня, как верующего человека в тибетскую, китайскую, аюрведу, эта информация, я считаю ее самой главной, которую мы можем получить из этого теста. Следующий аргумент, что выводы и рекомендации очень отличаются. Конечно, кто-то смотрит на человека как просто набор, корзинку с набором питательных веществ, и если в этой корзинке чего-то не хватает, то в нее нужно добавить, если что-то лишнее, просто нужно убрать. Один взгляд и совсем другой взгляд этих двух лабораторий. Отклонение от нормы, дисбаланс в самой системе и адресация проблемы в первую очередь направлена на то, чтобы восстанавливать баланс в системе. Поэтому выводы и рекомендации, естественно, очень сильно отличаются. Следующий аргумент. Серьезный дефицит элементов в крови часто коррелирует с низким содержанием их в волосах, но нет никаких данных, указывающих на их мало в организме. А что, собственно, под этим словом, что их мало в организме? В организме где? Если мы сравниваем кровью, что соцсети делают, кровь поддерживает свой гомеостаз за счет клеток, за счет выделений, она постоянно старается оставаться стабильной. В то время как изменения в тканях могут быть уже значительные, и потому корреляция может быть, когда уже слишком далеко зашла проблема. На начальных этапах этого не видно. В основной массе эти данные не совпадают. Для того, чтобы можно было действительно искать подтверждение обоснованности данных в волосе, эта ткань, нужно сопоставлять с тканью организма. То есть взять кусочек тела в любом месте и анализировать содержание клеток, межклеточного пространства этого кусочка ткани. В этом имеет смысл. Но никто никогда этим не занимался. Следующий аргумент. Содержание конкретных элементов зависит от цвета, диаметра, скорости роста волос, времени года, географического положения, возраста и пола человека, а также качества воды, моющих средств, красок, расчесок и тому подобное. Верно. Все эти факторы оказывают влияние на то, что находится в волосе. Интересно, эти факторы не только на волос влияют, они ведь влияют на весь организм в целом. Волос не находится в какой-то совершенно другой среде.
Если вы пьете эту воду, и этой же водой моетесь, и все происходит в этой же обстановке, о чем бы мы ни говорили. Поэтому, естественно, если волос показывает воздействие этих факторов, то эти факторы воздействуют на тело. Это не в другом месте, не в другой географической точке, не в другом времени года, не другому полу принадлежит и так далее. В любом случае, если мы говорим о нормах, нужно ли для рыжих иметь другие нормы, чем для белобрысых? Если бы мы увидели принципиальные различия по опыту работы, по статистике, именно статистикой мы определяем, какие выводы делать. Тогда бы их откорректировали. Может быть, дальше, через много лет, а эта наука в развитии, и очень много вопросов еще открыты. И я надеюсь, что мы привлечем внимание к этому и найдем ответы на эти вопросы. На сегодняшний день статистика тех лабораторий, с которыми я работаю, до 10 миллионов тестов обе лаборатории сделали в совокупности. Это получается до 20 миллионов, вполне достаточно для того, чтобы делать определенные выводы. Уже можно доверять такой статистике. Следующий аргумент. Волосы постоянно растут, мы всегда смотрим в прошлое. Да, волосы постоянно растут, и мы всегда смотрим в прошлое. Мы их не вырываем из фолликулы, мы ждем, когда они появятся на скальпе. А до появления на скальпе проходит примерно 3 месяца. В течение этих 3 месяцев волос является живой тканью, которая абсорбирует и получает из той крови, которая снабжает его, все то, что в ней находится, как и любая другая клетка организма. Так как это 3 месяца, а потом мы еще ждем, когда он хотя бы немножко подрастет, и примерно 1 сантиметр в месяц он растет. Даже если мы подождем 1,5 сантиметра, то нам надо добавить еще 1,5 месяца, и вот это будет совокупная продолжительность, которую нам нужно отсчитать назад, понять, какую часть прошлого мы анализируем. Имеет ли это смысл? Это имеет смысл, если ситуация, в которой находится человек, та же, как и была. Если не произошло радикальных, серьезных изменений, никаких трагедий, никаких аварий, женщина не забеременела. Нет ничего радикально изменившего ситуацию. Последний месяц человек не решил кардинально изменить свою диету. Мясоеда не перешел в веган или вегетариан. Или еще что-то очень сильно воздействующее на изменения в его биохимии. Да, абсолютно имеет смысл анализировать эту ситуацию. То есть это ведь как фильм, который мы наблюдаем то продолжительное время, в зависимости от того, насколько длинный волос мы отрежем. Если кровь, она нам говорит ситуацию, происходящую здесь и сейчас, она через час может измениться. Поэтому если мы будем сдавать кровь 24 часа, 24 раза мы увидим разные результаты. Вы поели, кровь изменится. Стрессанулись, она изменится. Вы спите, она меняется. Вы проснулись, она меняется. То есть в ней постоянно происходят изменения. Вот волос дает картину без вот этих резких взлетов и падений. Среднестатистическую картину вашего образа жизни, вашего питания, образа мышления, вашу экологию. Все, что мы можем собрать как фактор влияния, записывается, и мы можем это анализировать. То есть в этом и есть плюс в сравнении с кровью. И есть минус, если у нас острая ситуация здесь и сейчас, которую нужно решать, если отравление здесь и сейчас, смотреть его в волосе в прошлом совершенно бессмысленно. То есть для каждого теста есть свое время и место. Если это ситуации острые, никакие анализы волос абсолютно не имеют смысла. Для паттернов, типичных ситуаций, для превентивных методов или при адресовании хронической ситуации, вот это вполне подходящий метод. Следующий аргумент. Использование единственного метода анализа в целях диагностики нарушает все принципы медицинской науки. Ну и кто нам мешает какие-то еще другие методы использовать? По большому счету, много информации никогда не бывает. Чем больше мы ее соберем, тем легче нам будет сделать вывод. Без дополнительной информации, при взгляде, особенно на первый тест, понимаете, это же ведь получается точка на карте, которая не отвечает на вопрос. Мы опускаемся вниз, ухудшается состояние вот от этой точки, и до этого было лучше, и мы идем вниз, скажем так, да? Либо ситуация улучшается.
Мы не можем, пока у нас нет двух точек, мы не можем понять тенденцию. По первому тесту много можно сделать ошибки, особенно для неопытного врача, тем более без общения с пациентом можно сделать принципиально огромные ошибки. То есть не надо так упрощать взгляд на этот тест. Это инструмент, который даст нам очень много полезной информации, если мы научимся им пользоваться. И насколько быстро понять его смысл невозможно. Пожалуйста, не найдите, что за несколько лекций, достаточно коротких, вы станете докой в этом анализе. Те короткие курсы, которые предлагаются в лаборатории, совершенно недостаточно, чтобы хотя бы понять верхушку айсберга. Это серьезная отдельная наука, которой 3-4 года серьезно нужно учиться. Она вбирает в себя слишком много других еще наук для того, чтобы можно было правильно использовать этот инструмент. В какой-то мере я буду этим делиться, чтобы вас разбудить интерес. Вот сейчас, пожалуйста, рекомендуемые информационные ресурсы, на которых вы можете получить ответы на многие ваши вопросы, углубляться и углубляться. Всего 3 сайта я вам предлагаю, но информационные ресурсы, на которые вы увидите, что там такой океан информации, вам и за год, и за 2 не перечитать. Веб-сайт я предлагаю только потому, что на нем есть та информация, которой нет на вот этих предыдущих. Как, например, интервью доктора Эрка. Он достаточно просто, доступно объясняет принципы, основные моменты, страницы thoughts, мысли. В конце этой страницы ссылку на это интервью.